представляете, сел снимать видео на тему, как универсально оформить любую подставку, то есть какие есть интересные материалы, которые подойдут прям под любую базу. Но тут меня осенило, что я никогда вам не рассказывал о том, как сделать камни на подставках. Это реально интересно, потому что есть несколько интересных способов, как это можно сделать, как это можно все оформить, поэтому давайте сегодня поговорим о том, как сделать камни, а в ближайшее время сниму видео о том, как универсально оформить любую подставку, потому что тема оформления баз универсально подходит каждому и интересна широким массам. Поэтому сегодня поговорим о камушках, а как-нибудь потом поговорим о универсальных оформлениях баз. Вариантов, конечно, не то чтобы много, но небольшое разнообразие есть. В общем, первый из способов, который я могу вам предложить, это у вас, наверное, будет какая-то основа, будь то какая-то вот такая красочка, то есть на саму базу, текстура какая-то, либо, не знаю, там любая декоративная шпаклевка, все что угодно, которая у вас будет именно как сам рельеф, либо что-то можно слепить, либо вот как у меня, я обычно использую текстурную краску. Вот, поэтому можно формировать камни прямо из нее, то есть либо можно их сформировать, то есть там, не знаю, руками, оставить высыхать и потом приклеить, мне кажется, из этого что-то может получиться. Либо прямо на самой подставке формировать в некоторых местах горки большим обилием самого материала, формировать горки, а потом их перекрашивать в камни. Но это самый бюджетный вариант, то есть такой, ну, самый сразу сделать и забыть. Но выглядит, конечно, это будет не очень. Хотя, может, это интересно обыграть, но что-то мне в голове так это представляется не очень красивым. Но это и самый простой, самый такой незамысловатый вариант. Второй вариант... Нет, давайте это оставим на последок, самый прикольный. Еще вариантик, я думаю, у каждого после покупки миниатюр, даже тех же, что вы будете оформлять, останется вот такая вот вещь. Это литник, и из него можно сделать камни. Есть множество разновидностей, да, не только камни, тут всякие и обломки, и какие-то колючки, видите, какие они неровные. В общем, что здесь только можно, что здесь только не придумать с литником, поэтому вы их не выкидывайте. Мало того, что на них можно тренировать грунт, ну, то есть перед покраской я всегда с собой беру литник и немножко подгрунтовываю его, чтобы посмотреть на консистенцию самого грунта перед тем, как наносить его на миниатюры. Вот. И из вот таких вот всяких здесь штучек, как вы видите, из вот этого, вот, например, где-нибудь там вырезать кусочек здесь, оторвать какую-нибудь штучку здесь вот сбоку, в принципе, если вот так вот отрезать, это уже получится неплохой такой камушек. Если вы еще там как-нибудь покрасите его красиво, это вообще будет замечательно. Поэтому можно здесь с помощью него обломки, камни, всевозможные формы, можно какие-то такие выпуклые, вот такие камни, не знаю, большие, как какие-то обломки старые, например, какие-то колонны, да, ну, типа колонны, столбы, я имею в виду, да, каменные, тоже как вариант. Либо какие-то, не знаю, такие, может, камни продолговатые, которые лежат на самой подставе. В общем, вариантов много. Вырезайте из литников, и можно, на самом деле, очень много всего придумать и интересного. Поэтому сам видел часть каких-то гайдов и интересных идей, кстати, которые постоянно выкладываю в нашу группу в ВК. Туда я не так давно делал пост о том, как вот сделать такие интересные камни из литника, и это реально очень прикольно, поэтому камни из литника — это реально тема. Еще один вариантик, не знаю, такой в то же время интересный и в то же время, ну, такой, тоже это надо уметь делать, это воспользоваться гринстафом и слепить камни из него, да. Лучше, если вы думаете лепить камни, делать это не из каких-то таких вот материалов, а лучше взять для этого конкретно гринстафчик, который точно застынет в нужную вам форму. Это, если вы не знаете, посмотрите видео, что это. Это своеобразный пластилин, который при смешивании этих двух цветов даст вам такую подобие пластмассы. Из него можно слепить что угодно, как я уже вам и рассказывал, просто все, что угодно. Какие-то дополнения к миниатюре, там, не знаю, голова, череп, какие-то элементы подставки. Кстати,
есть особые всякие там валики, чтобы формировать, например, из гринстафа кирпичные покрытия на миниатюре. И это реальная тема, потому что, в принципе, никакими другими материалами вы этот эффект не добьетесь. Только если рисовать или как-то, не знаю, там пыхтеть, стараться это сделать из этого, но это будет вообще не то. Поэтому гринстаф для поставочек и для камней особенно тоже супер универсальный материал, потому что из него можно слепить, в принципе, камень и любой, там, не знаю, обломок любой формы, такой хоть любая, даже какая-то абстракция в разные стороны, какое-то, не знаю, там, подобие кустика, какого-то фонтанчика, я не знаю, из него можно слепить все, поэтому пользуйтесь, лепите, и камни из него будут получаться тоже крутые, интересные и на самом деле прочные, и больше похожи на камни, чем все варианты до этого. Ну а самый реалистичный вариант это, конечно, вот этот вот. У меня в этой баночке из-под таблеток сами камушки. То есть, если видно, я их покажу, потом вставлю поближе. В общем, это самый реалистичный вариант, потому что вы их просто приклеиваете, просто чуть-чуть красите в цвет, который вам нужен, быть может более светлый, потому что у меня здесь, как видите, там мрамор, и он достаточно темный, и вам стоило бы покрасить его в более светлый цвет, например, либо взять его таким. В принципе, некоторые и просто берут камни и просто оставляют их такими, какие они есть, но это не очень выглядит, поэтому я вам советую все-таки, быть может, чуть подгрунтовать его, либо покрасить сверху, потому что он уже такой хорошо цепляет краску, поэтому не обязательно его прям грунтовать. Берите и просто красьте сверху. Вот каким-нибудь смешивайте там белый, где у меня белый, ну, допустим, так, потерялся, вот этот белый, ну, например, да, просто смешивайте белый с черным, и все, либо берете серый оттенок, если у вас они есть. Ну, мне проще замешать, поэтому я просто беру, делаю такой более темный, потом там драйбрашу в более светлый, и все. И получается вполне себе неплохой камень. Поэтому используйте все эти варианты. Какие еще есть у вас варианты? Ну, есть на самом деле разные камни, потому что у меня есть мрамор, есть камушки побольше, поменьше, всевозможных форм. Можно даже на улице найти какой-то камень, раздробить его на маленькие и использовать их. Также в виде какого-то камня или скалы подойдет кора от дерева. Я думаю, об этом тоже можно в ближайшее время рассказать, потому что тоже очень интересно, потому что, как вы знаете, кора от дерева, она имеет интересную структуру, которая действительно вам напомнит скалу, на которую можно покрасить миниатюру, и получится тоже интересный эффект. Поэтому подумайте и об этом, чтобы как-нибудь из, может, какой-то коры дерева тоже можно сделать камни интересные, и это будет просто круто смотреться, мне кажется. Ну, в моих мыслях это так. Какую-то, не знаю, бетонную плиту из нее можно вообще прям легко сделать. А какие-то маленькие камушки, ну, опять же, подрезать кору от дерева, то есть саму эту пластиночку на несколько маленьких, и вполне себе неплохие камни или даже какое-то подобие брусчатки можно сделать, если у вас нет гринстафа, но, опять же, советую купить, потому что материал незаменимый. Любые швы заделайте, но это отдельная история. Посмотрите видео о гринстафе. В общем, о камнях я рассказал все, что я хотел рассказать. Я надеюсь, я был вам полезен, и вы узнали для себя что-то новенькое, какие-то новые способы. Рассказал, как сделать самый такой незамысловатый вариант. Вы просто из своей же базы формируете камушки. Лепите камни, либо вырезаете их из литников, либо берете настоящие камни и приклеиваете их. Решать только вам, какой вам способ использовать. Если есть какие-то вопросы или интересные идеи для новых видео на тему поставок или любых других тем касательно росписи миниатюр, покраса вархаммера и так далее, моделизма, пишите их в комментариях. Я, скорее всего, с большой вероятностью сниму видео по вашему запросу. С вами был Даниил, это Цитадель Покраса. Спасибо за просмотр. Опять же, ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылочки у нас есть в описании. Скоро увидимся.